Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будет обзор фурнитуры с сайта Алиэкспресс, а уже знакомого нам магазина. Вся фурнитура будет с покрытием 14 карат золота. И, как всегда, упакована, посмотрите, как хорошо. Небольшой такой пакетик. Сейчас такие приятные цены стали. И я сразу вот и заказала несколько таких пусетов, подвесочек. Сейчас будем смотреть. И, по-моему, вот это мне положили в подарок. Как я понимаю, это я не заказывала. Видите, да? Подарок. Потом посмотрим в конце. Ну, наверное, я заработала, если мне положили подарочек. Очень, конечно, приятно. Начну я с сережек. Потом подвески посмотрим. Вот это все под серьги. Все разные, но прекрасные. Посмотрите. По-моему, Ирина Шайдова показывала такие уже. Они маленькие, аккуратненькие. Здесь под жемчуг есть такие вкрапления. Бусинки маленькие, наверное. Искусственный жемчуг. Здесь есть петельки. Ну и где мы можем прикрепить еще что-нибудь. Например, жемчужинку. Ну и всегда они приходят без заглушек. У меня есть заглушки с покрытием золотым, так что и можно, конечно, в этом магазине тоже купить. У него тоже есть заглушки и очень красивые, я видела. Вот такие малюсенькие швензы. 1,6 миллиметра. Малюсенькие. Так, следующие. Давайте посмотрим вот такие. Интересно сделаны. Здесь как несколько колечек. Все, конечно, прикреплено между собой. Вот такой гвоздик. Вот так сделаны. И здесь тоже петелька. Интересные такие. Вот так они будут выглядеть. Длинные такие гвоздики. Здесь покороче, по-моему. А нет, такие же. Просто они тут смотрятся почему-то длиннее. Интересные такие. Так, следующие. О, это сердечки. Здесь уже петелька расположена в другую сторону. И здесь внутри сердечка звездочка блестит. Цирконий или фианит, не знаю, что это. Но красиво сделаны, да? Сердечко вокруг. Интересно смотрится. Такие нежные-нежные. Вот так сзади. Хорошенькие. Ну, а вот эти вообще малепусенькие. У кого ушки маленькие. А здесь не пойму, проба что ли написано. Надо лупу брать, не вижу. Так, мелко написано. Да, я посмотрела, здесь на гвоздике 925 написано. Ну вот не видно будет. Ну здесь вообще малюсенькие, прималюсенькие. Вот такие гвоздики. Здесь в центре идет маленький-маленький циркончик. Ну, здесь можно что-нибудь прикрепить побольше, я думаю. Сейчас посмотрим подвеску. Может быть, подвески подойдут, которые я приобрела. Так, следующее это подвесочки. Вот такие красивые звездочки. Можно 2 пары купить. Я одну выбрала посмотреть, что это такое. Здесь есть петелька сразу к швензе крепить, а есть другая петелька расположена вот перпендикулярно другой. Здесь можно тоже бусинку прикрепить внутри звездочки. Интересные, тоненькие.
Они двухсторонние, все равно где перед, где зад. 25 миллиметров звездочка. И были другие формы, не только звездочки. По-моему, 7 вариантов других форм можно выбрать. Захотелось звездочек. Так, следующие тоже подвесочки. А, здесь уже коннекторы, как я вижу, с двумя петельками. Вот, красивые, очень даже. Вот эти плотные. И здесь в центре тоже стоит фианит или цирконий. Здесь он прям сверкает хорошо. Ну, конечно же, я брала их для сережек. Здесь уже надо смотреть, как расположена петелька на швейце, на гвоздике. Так как вот здесь уже нужно крепление другое. Здесь петелька не раскрывается вот в этих сережках. И поэтому прикрепить так нельзя. Нужно здесь двойное, два колечка, наверное, сразу крепить. Это неудобно. Поэтому здесь нужны, например, вот такие вот швензы. Нет, не такие. Вот такие вот с двумя петельками в одном плоскости. И здесь уже колечком прикрепить можно. Или я брала уже в этом же магазине, как их называют, восьмерочки. Тоже удобное крепление получается. И вот можно даже вот к вот этим маленьким пусетам прикрепить такую подвесочку. И здесь еще можно бусинку. Вот получится красивые серьги. Посмотрите, как здорово будет. Здесь цветочек, здесь. И уже будут сережечки. Посмотрите, как здорово смотрятся. Красивые подвесочки эти понравились мне очень даже. Так, и подвесочки еще вот такие. Но здесь уже палочки. Можно выбрать от 2 палочек, по-моему, до 10 штук. Взяла 4 палочки на 2 пары серег. Так, сейчас я померяю длину. 22 миллиметра. Ну и палочка идет с рисунком. Она не гладкая, такая немножко рифленая. Можно в конце крепления какого-нибудь, вот, например, на подвесочку прикрепить такие палочки. Хорошее качество, но вот они желтоватые, немного отличаются по цвету. А вот сюда, наверное, хорошо подойдут, я думаю. Да, здесь немного цвет металла отличается. Но совсем не так уж и заметно, я думаю. Но какой-то есть оттенок другой. Вот такие хорошенькие, маленькие. Все такое маленькое, миниатюрное. Так, ну это бусинки проставочные. У меня их уже мало осталось. Я еще заказала, так как часто делала, много делала украшений и часто их применяла. 2,5 миллиметра, 100 штук вот в упаковке. Я не буду снимать, я уже показывала вам не один раз такие бусинки. И были в цвете родиум такие же бусинки. От 2 миллиметров до 6. Чем больше бусинка, тем меньше количество. Вот 2,5 миллиметра 100 штук идет. Так, следующие бусинки. Здесь уже интересные совсем бусинки. Не совсем как бусинки. Сейчас посмотрим. Взяла 4 штучки только. Можно было, по-моему, больше количества выбрать. 5 штук в комплекте, а можно 10 и, по-моему, 15 штук. Сейчас я посмотрим, как они выглядят. Похоже, знаете, на что? На гайки. Написано «втулка» у продавца. Вот такая интересная, как бусинка. Посмотрите. С такими гранями. Ну, оригинально смотрится. Нравится вам? 5 штук всего лишь. Конечно, понравились. Вот можно еще таких 5 заказать и сделать украшения. Интересно смотрится, цвет хороший. Вот такие вот бусинки. 6 миллиметров, по-моему. Ну, размеры будут на экране.
Малюсенькие, конечно. Но их видно между бусин хорошо. Интересные. Так, следующие. Следующие это уже не бусинки, а палочки. Хорошего качества. С покрытием. В комплекте 20 штук. 30 миллиметров. Да, 30 и 2 миллиметра отверстия. Ну вот если собрать украшения на тросике, а между ними поставить бусинки, например, жемчужинки маленькие, да, здесь большие и не нужны, так как трубочки тоненькие такие, и можно такое украшение собрать. Можно в 2 ряда собрать, если хватит. Ну, я думаю, хватит. Не длинное украшение сделать. 20 таких палочек. Надо распределить просто, хватит или нет. Ну, хорошее качество. Гладенькие. Так как я давно-давно покупала такие простое качество. И они немножко потемнели. Были у меня такие под серебро цветом. И они, конечно же, пожелтели в украшении. Украшения я уже давно разобрала. Ну, а такие бусины уже выкинула. Но это хорошее качество, я думаю, прослужит, как пишет продавец, год-два покрытие держится. Посмотрите, какие они фактурные. И дают блеск из-за таких граней. Красивые трубочки. Так, ну и посмотрим, что же мне положили в подарок. Сейчас я раскрою. Это тогл. Вот такой малюсенький, интересный. Хорошенький, да. Ну, здесь колечко раскрывается, и понятно, что он крепится по-другому. Ну, на тоненькое украшение можно поставить. Сейчас посмотрим. Я так вижу, что это цепочка. Цепочка, вот такие круглые звенья. Я вижу, наверное, 3 миллиметра. И здесь целый метр цепочки. Очень здорово. Ну вот как раз сделать украшение цепочкой такой. Поставить тогл. По размеру все подходит. Ну а с другой стороны можно жемчужинки поставить. Маленькие, небольшие такие. Да, подобрать 4-5 миллиметров есть размер жемчужин. И вот будет украшение. Хорошая цепочка, спасибо большое. У меня такие есть и медные цепочки, и под бронзу. В золоте у меня такой еще не было. И что я вижу здесь, это кримпы. Такие кримпы я когда-то покупала, не помню, или в медном цвете, или бронзовом. И никогда не пользовалась, потому что они как трубочки, никогда не заходили в обжимную бусину, так как у них здесь, наверное, миллиметра 3. Когда ее мы зажимаем, она плоская становится и не закрывается потом обжимная бусина. Это надо было обжимную бусинку 5 или 6 миллиметров. Ну а здесь уже с покрытием такие обжимные бусинки, как трубочки. Посмотрите. Крупные такие, да? Ну, конечно же, я им найду применение. Они как бисер выглядят. Или как проставочные бусинки. Можно их применять точно. Или где-то под «Б» поставить, где отверстие крупное. Или можно зажимать такие кримпы красиво и оставлять так. Не закрывать обжимными шапочками. Раньше я много видела украшений именно вот с такими кримпами зажатыми и просто так не закрытыми тоже можно использовать также. Здесь, ой, рассыпались немножко, не знаю, штук наверное 100, но я посмотрю и оставлю ссылку. Надо пересыпать это все в другой мешочек. Вот такие классные, мне понравились. Посмотрите, как бисер выглядит. Хорошенький. И как проставочные можно использовать. Надо посмотреть, сколько
стоят и сколько в комплекте идет штук. Хорошие сегодня подарочки. Спасибо большое продавцу. Вот такой сегодня был у меня интересный обзор фурнитуры. Если вам что-то понравилось, ссылки все будут под видео. Заходите, смотрите. Ну а если вам понравилось мое видео и было полезно, поставьте мне пальчики. Мне будет очень приятно. Напишите комментарий, тоже будет приятно. И не забывайте подписываться на канал Дзен. И обязательно делайте просмотры, это для меня важно. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч. Всем пока!